давайте посмотрим, друзья, что у нас внутри. А внутри у нас, посмотрите, какая красота. Необыкновенно. Чудесный кулич получился. Всем привет, дорогие друзья, и здравствуйте! Я потеряла терпение и решила сделать кулич по своему собственному рецепту. Пересмотрела миллион всяких рецептов и собрала из них свой собственный. Посмотрите, исчерикала пол записной книжки, но решила провести эксперимент и сделать идеальный кулич. Кулич я буду делать заварной. Вот здесь у меня продукты для заварки. И сейчас мы с вами ее приготовим. Рецепт, как всегда, оставлю вам под видео. Для заварки муку пересыпаю в мисочку и в нее наливаю воду. Обычную воду. Плита у меня еще не включена. Сейчас я размешаю, чтобы не было комочков, а потом уже буду включать плиту. Если у вас будут комочки, ничего страшного, в конце можно эту заварку процедить через ситечко. Теперь включаю плиту и буду варить эту смесь до загустения. Смотрите, чтобы не пригорело. Возьму лопатку. Как видите, комочков практически нет. Но если есть, ничего страшного. А еще проще сделать вот так. Смотрите. Протереть вот эти комочки через сито. Вот и все. Смотрите, мгновенно закипает. Сразу убавляйте огонь, хорошенечко размешивайте. Вот огонь я убавила буквально до 5. Как видите, ничего не пристало, но получается вот такая густая заварка. Видите, да? Все, можно снимать с огня и нужно дать ей немножко остыть. Друзья, я забыла вам сказать, что вот здесь в мисочке у меня с вечера замочен изюм и цукаты. Я их залила амаретто просто для запаха. Вот, если хотите, можно, они у меня вот так вот были перевернуты для того, чтобы полностью изюм пропитался и цукаты пропитались вкусом амаретто. Но это не обязательно, вы можете просто ошпарить изюм и сухофрукты на свой вкус кипятком и дать им постоять буквально 5 минут, потом их нужно будет сцедить. Тесто я буду замешивать в миксере просто потому, что так проще. Если хотите, можете замешивать руками, ничего плохого в этом нет. Так что делайте на свое усмотрение. Я смешаю яйца с сахаром, точнее сказать, у меня здесь 2 желтка. Добавлю щепотку соли, вот так на кончике ножа, щепотку ванилина или ванильного сахара, если у вас сахар. И все это хорошенечко взобью в миксере. Добавлю в яйца чуть-чуть теплого молока из общего количества, просто для того, чтобы сахар растаял. Вот и все. Меняю насадку для вымешивания теста. В оставшееся молоко я добавлю немножко инвертного сиропа и размешаю его до тех пор, пока он не соединится с молоком. Если вы живете за границей, то инвертный сироп можно купить под названием жидкая глюкоза или liquid glucose. Если вы живете в России, не знаю, девочки, продается ли у вас инвертный сироп, но его очень просто сделать самому. Молоко, наверное, слишком холодное. Так, сюда же добавляю дрожжи и дам им разойтись. Просто перемешаю. И теперь начинаем собирать тесто. Выливаю в яйца все приготовленные продукты. Добавляю немножко апельсиновой цедры. У меня это паста, но можете добавить цедру. И щепоточку куркумы, буквально вот раз, для цвета.
Сюда же добавляю всю заварку, которую мы с вами приготовили. Она уже остыла и буквально такая, знаете, теплая. Все это перемешиваю. И теперь начну добавлять муку. Муку добавляю порциями. Здесь я специально просеяла немного, потому что хочу тесто сделать достаточно жидким и липким. Вот так, половину пока добавлю. И начинаю замешивать тесто. Тесто у нас очень жидкое. Я просеяла еще 100 грамм муки и тоже его сюда добавлю. Пока добавлю половину. Все, больше муки, девочки, я добавлять не буду. У меня ушло примерно 350 грамм. Тесто остается липким, но сейчас мы еще в него будем замешивать масло. Масло у меня стояло в теплом месте, как видите, оно тепленькое. Вот. И вот так по кусочку сейчас начну добавлять сюда масло. Никогда не попадаю туда, куда нужно, поэтому, видите. Так, продолжаем. Так, ну что, друзья, масло вмешалось, но я думаю, что я добавлю еще вот буквально 1 столовую ложечку муки. Скажу вам почему. Если тесто будет слишком мягким, после того, как вы добавите в него изюм, оно будет плохо подниматься, оно будет просто слишком легким, чтобы хорошо подняться. Поэтому добавила еще чуть-чуть муки. И теперь буду вымешивать тесто еще минут 5. Так, ну что, друзья, давайте посмотрим, что у нас получилось. Я думаю, что вполне достаточно. Смотри, какая прелесть. Кстати, друзья, муку я взвесила. Вот здесь у меня осталось ровно 40 грамм. Итого ушло в тесто 360 грамм. Ну, это, знаете, как зависит, конечно, и от вашей муки. Так что у вас может уйти чуть больше, чуть меньше. Смотрите, по своей муке. Яйца тоже, конечно, разные. Так, я думаю, что вполне достаточно. Посмотрите, какое гладкое, нежное тесто получается. Почти не липнет оно к лопатке. Все остаточки я сейчас вот так сниму со стенок. И смажу тесто небольшим количеством растительного масла. Подниматься оно у меня будет здесь же, прямо вот в этой же миске. Так, от стеночек его отделю. Так, смотрите, вот практически оно не липнет уже к лопатке. Хорошо отстает. Ой, ребята, просто чудо. Ой, какое оно мягенькое, посмотрите, оно прямо течет. Ой, просто прелесть. Так, его соберу в кружочек. Накрою пленкой. Ой, оно прям пузырится, ребята, уже. Вот так. Теперь я его накрою пленкой и поставлю в теплое место примерно на 1 час. Или пока оно не увеличится в размере в 2 раза. Кто не знает, я пользуюсь одноразовыми шапочками для душа и ставлю тесто в разогретую до 50 градусов духовку. Разогреваю ее, выключаю и ставлю в нее тесто. Встречаемся позже. Итак, друзья, я буквально чуть-чуть увлеклась, и у меня прошло 1 час и 20 минут. Посмотрите, какое тесто. Руки вот буквально слегка смажу растительным маслом. Посмотрите, это просто чудо, девочки. Посмотрите, какая прелесть.
необыкновенное тесто. Так, сейчас мы с вами его обомнем. Можно выложить его на стол. Посмотрите, какое чудо. Прелесть. И давайте добавим сюда сухофрукты, которые еще нужно открыть. Так, друзья, здесь у меня 220 грамм, но я почему-то не уверена, что я все использую. Ой, слушайте, тесто мечта. Хорошенечко вмешиваю фрукты в тесто. Чуть-чуть добавлю масла. Тесто очень липкое, друзья, очень липкое. Ничего страшного. Собираю тесто со стеночек. Решила не добавлять весь изюм, потому что, ну, мне кажется, очень много. Добавила примерно половину, скажем так, грубо 100-150 грамм. Может быть, сейчас я все взвешу. Еще раз повторюсь, что рецепт вам оставлю под видео. Вот так. Опять накрываю тесто пленкой и дам ему подойти еще раз. Итак, друзья, посмотрите, какое обалденное тесто получается, как оно отлично подошло. Прошел всего лишь 1 час, и тесто просто подошло необыкновенно. Сейчас я его выложу на стол и хочу попробовать сделать 2 кулича. В конце видео скажу вам, сколько у меня получилось теста. Я взяла 2 формы вот такие. Одна у меня диаметром 15 сантиметров и вторая диаметром 13 сантиметров. Вот. Я хочу 1 кулич оставить на несколько дней и посмотреть, как он будет себя вести через пару дней. Стол буквально вот слегка присыпаю мукой. Совершенно чуть-чуть, прям совсем. И выкладываю тесто. Посмотрите, ребята. Ну, ой, я не знаю. Сейчас я вам покажу. Посмотрите. Вы видите, да? Это просто мечта. Посмотрите, какое тесто. Я довольная. Еще раз повторюсь, что рецепт этот я придумала сама. Я надеюсь, существует масса рецептов, конечно, но я очень надеюсь, что такого еще нет рецепта. Слушайте, тесто просто сумасшедшее, девочки. Мне даже страшно его обминать. Разрежу тесто на 2 неравномерные части. И сейчас с вами его взвесим. Я хочу сделать кулич в виде краффина. То есть я его хочу свернуть так, чтобы он получился. Это нужно было накрыть. Я даже его не буду раскатывать, девочки. Я просто его вот так руками растяну. Слегка тесто обмажу маслом. Я его просто сверну, друзья, чтобы оно было слоеным. Забыла я орехи порезать. Можно было, конечно, посыпать еще орехами. Ну, ничего страшного. Знаете что? У меня же еще остались вот. Давайте вот прямо буквально присыпем вот совсем чуть-чуть. Я думаю, что вреда не будет. Тут пахнет амаретто вообще необыкновенно. Все, и теперь вот так рулетиком сверну.
разрежу ножом для пиццы. И аккуратненько, если получится. Тесто такое нежное, друзья, я не знаю. Возможно, что ничего не получится, я просто изгаляюсь, но попробовать нам никто не мешает. Вот так. Да, тесто слишком просто нежное для этого, ну, уже, не знаю, как хотите делайте, можете просто собрать тесто. Так. Я его вот так вот соберу, и сейчас мы его взвесим. 677 грамм у меня вот в этом куличе. 677. А этот я просто положу, потому что тесто очень нежное. Сейчас мы его просто свернем и все. Положу уже все вот эти ягоды, потому что ни туда, ни сюда остаются они. И здесь у меня 420 грамм, то есть 600, сколько я сказала, 77 и 420. Ну вот посчитайте, сколько получается теста. Теперь накрою оба кулича пленкой, поставлю в теплое место, пока они не увеличатся в объеме вдвое. Прошел еще примерно час, посмотрите, как поднялись куличи. Они еще немножко поднимутся, пока у меня нагревается духовка. Аккуратненько сниму пленочку и так, сейчас хорошо взобью яйцо и очень аккуратненько, очень осторожно смажу верх. Тесто нежнейшее, осторожно, чтобы оно не опало. Так, смажу верх желтком, взбитым с молоком. Мне нужна новую такую щеточку. Никак не приобрету себе нормальную. Выпекать куличи буду при 170 градусах примерно 35-40 минут. Точно скажу в конце видео, девочки, потому что, как я уже много раз вам повторила в этом видео, это тесто придумала сама. Не знаю, как оно себя пока ведет. Ой, вы видите, да, как оно прямо приминается. Так, ну я думаю, что все. Кстати, друзья, девочки, если вы пользуетесь вот такими силиконовыми формами или даже бумажными, вы знаете, что они очень легко меняют форму. Для того, чтобы ваши пироги не опали, ставьте их на расстойку на противень. И при выпекании тоже ставьте на противень. У меня есть вот такая вот широкая лопатка. Я на этой лопатке вот так вот осторожненько соскальзывают они у меня в духовку. Итак, в духовку на 35-40 минут. Посмотрю, как они будут выпекаться. Вот так, смотрите, аккуратненько. И в духовку. Встречаемся попозже. Маленький готов. Давайте проверим. И большой тоже. По-моему, этот еще сыроват. Так, ну вроде бы нет. Палочка выходит сухая. Что-то как-то, знаете, неуверенно. Да, палочка выходит сухая. Итак, друзья, расскажу, как я выпекала куличи. Я включила духовку на 170 градусов и начала смазывать верх куличей желтком. Как только закончила, поставила их в духовку. Она была уже горячая, но не 170 градусов. Поставила куличи на 10 минут. Через 10 минут включила таймер еще на 30 минут и выпекала их 30 минут. То есть 10 минут, пока духовка нагревалась, и 30 минут уже полностью в разогретой духовке. Примерно через 20 минут накрыла фольгой, вот так вот, блестящей стороной вниз, потому что верх начал подпекаться. Как видите, вот мне как-то не уверенно, но давайте еще раз проверим. Маленький-то точно готов, ну, точно сухой выходит. Вот палочка, видите, ничего на ней нет.
Девчонки. Ой, и они прям как пух, ребята. Это просто что-то. Мне кажется, все-таки не готов. Девочки, не знаю. Что я вот сомневаюсь. Нет, ну полностью сухой выходит палочка. Вот так. Поставлю их на посудное полотенце. Сверху тоже накрою и дам куличам полностью остыть. Как только остынут, будем резать и пробовать. Ну что, друзья, куличи у меня остыли, и я только сейчас заметила, что полотенце у меня такое темное, и наверняка кто-нибудь обратит на это внимание и скажет, что оно грязное. Оно не грязное, мы в него заворачиваем только хлеб и выпечку, и каждый раз мы его стираем, так что не думайте, что полотенце грязное. Итак, посмотрите, какая красота у меня получилась. Честно вам скажу, вот просто не кривя душой, они просто необыкновенно мягкие и нежные. Вот этот большой кулич мы с вами сейчас разрежем, а маленький, как я уже сказала, я положу в пакет и оставлю его на пару дней. И, наверное, через 2-3 дня его разрежу и покажу, каким он стал за это время. Остался ли он свежим или нет. Вот это, кстати, посудное полотенце у меня тоже только для выпечки. Я знаю, что вы очень внимательны, обязательно заметите, что полотенце серое. Давайте будем пробовать. Ну, давайте посмотрим, друзья, что у нас внутри. А внутри у нас, посмотрите, какая красота. Нежнейшая мякоть. Необыкновенно. Ой, аромат просто сумасшедший. Посмотрите. Чудесный кулич получился. Просто прелесть. Посмотрите. На разрезе. Я думаю, что не обязательно было его сворачивать. Можно было просто. Он, кстати, еще теплый внутри. Не совсем еще остыл. Но это просто что-то. Посмотрите. Отлично. Я очень довольна. Если кулич останется свежим хотя бы пару дней, то я буду просто в восторге. Все вы знаете, что куличи готовят обычно в четверг, и к субботе они немножко подсыхают и становятся более плотными. Если вот этот кулич останется свежим хотя бы 2-3 дня, я буду очень довольна и обязательно вам расскажу. Ну а теперь всех вас поздравляю с наступающей Пасхой, желаю вам здоровья, исполнения всех ваших желаний и всего самого наилучшего. Всем пока! Всем привет, дорогие друзья! Прошло 63 часа, чтобы быть очень точной, или почти что 3 дня. И давайте посмотрим, что стало с куличом, который я испекла в понедельник. Сегодня в четверг. Давайте разрежем, посмотрим, какой он внутри. Сразу признаюсь, что, конечно, он не такой свежий, как был в понедельник, но достаточно легкий и пышный. И вот, посмотрите, какой он стал внутри. Кстати, я забыла вам сказать, что первый кулич, который я разрезала сразу, был очень влажным внутри. Если кто-то любит влажные куличи, то вот этот рецепт для вас. Ну что вам сказать, друзья, конечно, он не настолько мягкий и пышный, каким бы мне хотелось его видеть, но все равно он остается нежным. Посмотрите, на разломе. Очень ароматным и достаточно мягким. Очень советую вам приготовить кулич по этому рецепту.
Для тех, кому будет интересно, идею закваски я взяла из японских рецептов. Она помогает сохранить выпечку нежной и придает ей мягкую, пышную структуру. А инвертный сироп помогает сохранять выпечку свежей намного дольше. Обалденнейший кулич. Рекомендую, советую. Поздравляю со светлой Пасхой. Всем добра и мира. Всем пока. Дорогие друзья, я обязательно буду использовать это тесто для выпечки сладких булочек и пирогов. И поскольку нет предела совершенству, скорее всего постараюсь сделать его еще пышнее, лучше, мягче и легче в приготовлении. Не забудьте подписаться и включить колокольчик, поскольку вы узнаете об этом самыми первыми. Всем пока!